тихом, но бурном городе Монреаль, в одном из его многолюдных районов, каждую улицу заполняли любовь людей, смех, лай собак и вой транспорта. Но в этом оживленном шуме что-то совершенно особенное привлекло внимание Марии-Евы. Это был кот, который, казалось, просто растворялся в серости городской реальности. Его облезлая шерсть, ободранные уши и неестественно худое тело говорили о страданиях, которые ему довелось пережить. Глаза кота светились потерянной надеждой, и его взгляд был полон отчаяния, как будто он искал помощи, готовый довериться тем, кто готов его услышать. Мария-Ева, женщина с золотым сердцем и глубокой интуицией, мгновенно поняла, что должна спасти это несчастное создание. Ее богатый опыт в работе с животными подсказывал, что, скорее всего, у кота были ужасные воспоминания о людях, и это делало задачу по его спасению еще более сложной. Каждую ночь, когда она проходила мимо этого места, она видела его, как он настороженно следил из своего укрытия, стараясь держаться подальше от людей. В сердце Марии-Евы с каждым днем растет сострадание. Она не могла оставить его в таком состоянии. Посмотрев на него в тот день, она заметила, что его глаза искали защиты, надежды и понимания. Она не могла игнорировать тот факт, что этот кот, похожий на призрак, мучается, не стеснялась ощущать боль за его страдания. Эта встреча стала началом долгого и трудного пути, в который вложено много любви и терпения. Первый шаг — это поймать его. Мария-Ева понимала, что спасение не произойдет одним движением руки. Ее первой мыслью было установить ловушки с едой, ведь самым важным моментом для кота в тот момент было не желание людей, а утоление голода. Но кот, как оказалось, был не только гордым, но и осторожным. Его не так легко было поймать. 3 недели он уклонялся от ловушек, несмотря на множество попыток. Каждый раз, когда он шел к еде, казалось, что в нем пробуждаются инстинкты надежды, но страх вновь заставлял его держаться на расстоянии. Он знал, что люди могут приносить агрессию и только страдания, и поэтому его инстинкты подсказывали ему, что лучше держаться подальше от них. Мария-Ева начала замечать, как сердечно он реагирует на любые движения, когда миновала неделя ловушки и неудачи. Каждый вечер она приходила к месту, где оставляла пищу, и наблюдала, как кот, почти причесанный на нет, вычислял все новое и новое расстояние между собой и всем, что могло его уберечь от боли. Спустя 3 долгие недели ожидания и терпения, когда голод стал почти невыносимым, кот, казалось, наконец-то отдался своей судьбе и вошел в вольер с едой. Это была первая победа Марии-Евы. Ее сердце забилось быстрее от счастья, но впереди еще многие испытания ожидали это маленькое создание, требующая нежности и заботы. Она понимала, что коту необходима профессиональная помощь, и, скорее всего, много страдать было не напрасно. Мария-Ева решила связаться с ближайшими приютами, чтобы убедиться, что они готовы помочь с полным обследованием кота. Но каждая попытка оборачивалась разочарованием. В каждом приюте не было мест, и добрые слова сводили к примеру, что она не была единственной такой доброй душой, кто решил спасти животное. Никогда не опуская руки, Мария-Ева приняла решение отправиться к местному ветеринару. Она взяла кота на руки с надеждой, что его состояние может прийти в норму. Ветеринар, увидев его, сразу отметил, что состояние кота ужасное. Он выглядел изношенным и заметно потерянным. На его теле располагались скопления сбитых комков шерсти. Его уши были обморожены, а по всему телу были шрамы, которые говорили о том, что он перенес много испытаний. В этот момент ветеринар с сожалением произнес: ему определенно понадобятся долгие выходные, чтобы поправиться, когда делал все необходимые процедуры. Потребовалось несколько часов и несколько внимательных движений, и перед ними предстал кот, который явно чувствовал себя уязвимым. Но в этот момент он знал, он в безопасности. После визита к ветеринару кот получил свою первую ночь в безопасности. Он отправился ночевать к Марии-Еве. Впервые за долгое время он ощутил тепло,
заботу и безопасность. Эта ночь была особенной. Он притаился в уголке ее дивана и смотрел на мир с осторожностью. На следующий день, когда она проснулась, к ней поступила важная новость. Организация Chatons Orphelins Montreal, известная своей работой по спасению животных, связалась с ней и предложила свою помощь. Они уверяли ее, что смогут вылечить кота и найти ему новый, любящий дом. Но по непонятным причинам Мари-Ева не могла оставить кота у себя. Хотя мысль об этом настоятельно шевелилась в ее разуме, она уже сильно привязалась к коту и готова была сделать все, чтобы защитить его. Работники Центра поддержки животных сказали ей: у него были боевые шрамы по всему телу и абсцесс на щеке. Его уши были обморожены, значит, минимум одну зиму он провел на улице. Мари-Ева вовремя его спасла, ведь еще одна зима на улице, и он бы точно не пережил. Кот, получивший имя Марсель, оказался очень стеснительным. Он пытался избегать зрительных контактов с окружающими. Он все еще находился в шоке от таких резких перемен в своей жизни. Стремительные переходы с улицы в теплый дом были организованы в его душе перемены. Улица оказалась очень сложным местом для него. Он потерял несколько зубов, получил много шрамов и обморозил уши. Но даже с этим физическим состоянием работники приюта не хотели травмировать кота еще больше, оставляя его на ночь на новом месте. Поэтому одна из волонтеров, тронутых его историей, решила взять его к себе домой на адаптацию. За 24 часа в окружении любви и заботы он стал превращаться из робкого и стесняющегося котенка в сущность, которая могла удобно устроиться на коленях и мурлыкать в благодарность за спасение. Ощущая тепло развивающейся дружбы, он медленно, но уверенно начинает адаптироваться. Марсель – большой и сильный кот, весом в 7 килограмм, но в душе он остался маленьким уязвимым котенком, который искал свою семью и свою любовь. За несколько недель, которые он провел у этой новой приемной мамы, он полностью раскрылся. Он радостно бежал встречать ее, когда она возвращалась с работы. Он любил прилечь у нее на коленях и спать рядом с ней. Это может показаться невероятным. Но наблюдая за его изменениями, видели, как он все больше и больше открывает свою душу миру. Волонтеры присматривали за ним внимательно. Как только он начинал проявлять интерес к играм, они понимали, что он вновь учится доверять. Его связь с людьми крепла с каждым днем. Хотя у него все еще сохранялись черты стресса, его естественная порода, любопытство и смелость начали брать верх. Работники приюта радовались тому, как Марсель с каждым днем становился все более доверчивым. Этот грустный кот превращается в самое счастливое существо на Земле. Он стал общительным, и если начать говорить с ним, он обязательно будет отвечать, при этом его глаза искрились радостью. Каждый день он становился все менее стеснительным и все более открытым, и его озорство напоминало о том, как сильно он изменился с тех пор, как его спасли. Но волонтеры понимали, что навсегда оставить его у себя они не могут. В начале августа, спустя 2 месяца, им удалось найти для Марселя новый любящий дом. Объявление о поиске нового хозяина быстро распространилось по социальным сетям, и заинтересованных людей становилось все больше. Множество сообщений приходило к волонтерам, и все интересовались, но только одно письмо выделялось своим искренним тоном и добротой. В нем звучала та искренняя любовь к животным, которая оставляла надежду в сердцах волонтеров. Потенциальные хозяева были настоящими любителями кошек и, изучив историю Марселя, мечтали сделать его частью своей семьи. Когда наступило время встречи, волонтеры чувствовали легкое волнение, но они ободряли друг друга. Марсель сидел на своем месте, готовый к новому началу и гордый своей смелостью. Сбылись все надежды. Новая семья радостно встретила его и уже почувствовала, как нежно и трепетно он настроен к ним, полные любви и понимания, готовые открыть ему свои сердца. Мари-Ева, прощаясь с ним,
чувствовала радость за своего спасенного друга, ведь теперь он будет окружен заботой и любовью. Она не могла не думать о том, как здорово, что он нашел новый дом и новую семью. Она знала, что теперь его жизнь будет полна счастья, и это было самым важным для нее. «Мы сумели найти для него идеальную семью», произнесла она тихо, но с радостью в сердце, когда узнала о том, что они готовы заботиться о Марселе так, как он этого заслуживает. Она прощалась, но не расставалась. Каждый момент, который они провели вместе, станет незабываемым воспоминанием. Важно бережно хранить эти воспоминания в сердцах всех, кто пережил и разделил их истории, особенно Марселя. История Марселя, кота, который однажды стал очередной жертвой судьбы, который преодолел страх и оказался в новой жизни, открыла миру новую главу, полную любви и заботы. Каждый раз, когда он возвращался к своей новой семье, он знал, что они – его все. Его жизнь, которая начиналась с отчаяния, теперь была полна тепла и радости. И начав новую историю, он навсегда остался тем счастливым котенком, который нашел свой дом благодаря всем, кто увидел и услышал его. Это история о спасении, о любви, надежде и связях, которые никогда не исчезнут.